Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это продолжение рубрики, в которой мы собираем комплекты для игры в страйкбол на основе какого-то отдельно взятого производителя. В этот раз это российский производитель Phoenix RME. Как и в прошлый раз, это будет комплект штурмовика с автоматическим оружием. Для игры на полигонах городского типа, CQB полигонах и на играх, где подразумевается, что мы будем часто ездить в транспорте. Формат игры суточная, дневная. Также мы попробуем придерживаться концепции, что основной запас и снаряжение будет размещаться на бронежилете. Только в этот раз попробуем вообще обойтись без боевого пояса. Лично я к такой концепции не привык. Более того, лично мне она даже кажется неудобной. Но и военные, и страйкболисты так носят, значит такой вариант имеет место быть. И возможно это всего лишь дело привычки. Как минимум, я соглашусь, что сидеть в транспорте с нагруженным боевым поясом или РПС неудобно. В качестве основы будет использоваться версия бронежилета LBT 6094 размера B от Phoenix Gear. Вообще, по моему личному наблюдению, бронежилет LBT 6094 это любимый бронежилет у большинства российских производителей. Почему? Не знаю, можете предложить ваш вариант в комментариях. Версия LBT 6094B от Phoenix сделана из 100% нейлона плотностью 1000 ден. Расцветка в нашем случае оригинальный мультикам. Стропы жаккардовые. Это значит, что они сплетены из нити разного цвета, они покрашены, а значит дольше сохраняют свой цвет. Внутренняя часть чехлов для пластин выполнена из более мягкой ткани. Внутри есть велкро-липучки для установки кап. Сами капы не идут в комплекте, их можно приобрести отдельно. При желании внутрь можно вставить плиты типа сапи размера L или гранит 3-го размера. Ну или имитации из пенки, если вы не планируете на страйкболе таскать лишние тяжести. Имитаций в комплекте, кстати, тоже нет, их вам придется докупать отдельно или мастерить из какой-нибудь пенки. Еще внутри панели есть отдельный отсек для установки арамидных пакетов. В камербэнд тоже можно вставить арамидные пакеты и бронепластины типа MSAP размером 6 на 6 дюймов. У бронежилета размера B на передней панели есть 8 ячеек моли, за счет чего тут можно разместить 4 магазинных подсумка. Если бы мы использовали двойные подсумки, то могли бы разместить тут целых 8 автоматных магазинов, что более чем достаточно для большинства типов игр. Как и положено, на камербэнде есть встроенные карманы для радиостанции или пистолета. Объем кармана достаточный, чтобы разместить в нем большую радиостанцию типа MBI TR. Карман закрывается на хлястик с фиксацией кнопкой. В этой сборке в качестве основного оружия будем использовать привод АК-серии и, соответственно, магазины к нему. Я знаю, что тут лучше бы подошел АКСУ, но АКСУ у меня, к сожалению, не было. Для полноценной игры нам было бы достаточно и 8 магазинов, но мы возьмем 10, потому что можем и потому что они страйкбольные и не весят как боевые, набитые патронами. Сделав акцент в сторону быстрого извлечения магазинов, на передней панели я разместил 3 быстрых подсумка. Вместо пластиковых вставок тут используются вставки из стропы. На мой личный вкус я бы выбрал магазины с пластиковыми вставками, так как они заметно удобнее. Но других быстрых подсумков у фениксов не было. Выше на груди я разместил панель для карты. Она очень минималистичная, но позволяет разместить карту и еще какую-нибудь таблицу частот LPD диапазона для рации, если вы используете рацию, в которой вы можете вбить эти частоты. Изначально я пробовал повесить сюда административный подсумок, но оказалось, что он имеет достаточно большие габариты и может помешать быстрому извлечению магазинов. Дополнительный запас магазинов я решил разместить на камербэнде в закрытых подсумках для 2 магазинов АК-серии. Плюсом этих магазинов от Phoenix RME является перегородка, благодаря которой магазины достаточно удобно убирать обратно в подсумок. Плюсом магазины в подсумке не гремят друг от друга. Для более плотной посадки магазинов есть утяжка из резинки. Одинарный подсумок для 2 магазинов я повесил справа от камербэнда. Сразу за ним хорошо сидят 3 гранатных подсумка. Каждый подсумок вмещает по одной гранате типа РГД-5 или другие схожих габаритов. Интересным моментом является то, что подсумок закрывается и на велкро, и на маленький фастекс. И на мой личный взгляд, фастекс тут определенно лишний. Во-первых, если подсумок закрыть только на велкро, фастекс неприятно болтается. Во-вторых, фастекс очень маленький и быстро открывать его на ощупь в перчатках не особо удобно. Ну и в-третьих, если фастекс тут для бесшумного открытия, то здесь же все равно есть велкро.
Обратите внимание, что гранатные подсумки висят под сильную руку, которой вы обычно бросаете гранаты. Крайнюю заднюю гранату самому доставать не особо удобно, но зато ее может легко достать второй номер. Слева от камербенда я разместил двойной подсумок под 4 магазина. Итого мы имеем 10 магазинов, 9 на жилете и 1 в приводе. За двойным магазинным подсумком повесим еще один гранатный, на всякий случай, например, опять же для второго номера. Под бронежилет спереди повесим напашный утилитарный подсумок. Он достаточно объемный, чтобы разместить в нем шары, лоудер, аккумулятор и мультитул. Подсумок имеет два отделения и внутреннюю организацию, благодаря чему все вышеперечисленное можно разложить как удобно, а не скидывать все в общую кучу. В нижней части подсумка имеется крепление для жгута турникета. Если бы мы собирались на войну, то обязательно бы его взяли вместе с парой ИПП и гемостатиком. Рацию я разместил во внутреннем кармане камербенда. Как показала практика, в бронежилетах формата LBT-6094 это самое удобное место. И никакие специальные подсумки для этого не требуются. Если честно, в этой комплектации я не нашел, куда повесить подсумок для сброса магазинов, чтобы им было реально удобно пользоваться, и он не мешался в транспорте. И по идее от него вообще можно отказаться. Как вариант, складной сброс можно разместить слева за гранатой ближе к спине и раскрывать его только тогда, когда он реально необходим. Но чтобы без промахов попадать туда магазином, придется потренироваться. На спину лучше ничего не вешать из соображений более удобного перемещения в технике. А еще, если вам придется залечь под огнем противника, шарики могут прилететь в выступающие части на спине. А вы же еще помните, что в страйкболе попадание в любую часть вашего снаряжения считается смертью, поэтому сумку с едой, теплой одеждой и другим подобным дополнительным снаряжением мы оставим либо в транспорте, либо на респе. Сами будем бегать налегке. Как вы видите, на основе снаряжения Phoenix RME у нас получилось собрать вполне себе полноценный комплект для игры в страйкбол на полигонах городского типа и для перемещения в технике. При этом мы имеем боезапас в виде целых 10 автоматных магазинов и 4 гранат. Ссылки на все элементы снаряжения я оставил в описании к этому видео. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, если рубрика вам нравится. До скорого!